Сегодня мы приготовим сочники с творогом из песочного теста. Для теста нам понадобится мука, сахар, сода, соль, сметана, сливочное масло и яйцо. Для начинки нам понадобится творог, сахар, яйцо, сметана, мука. Вначале просеиваем муку для того, чтобы изделия из теста получались хорошими. Это обязательно необходимо делать. Возьмите себе за правило, тогда ваша выпечка будет пышной и красивой. От просеянной муки я отберу ложечки 2-3, для того, чтобы тесто не переутяжелять. По мере необходимости буду добавлять. И в остальную муку высыплю соду. Тщательно перемешаю, чтобы сода по всей муке разошлась. Теперь муку отставим в сторону. В посуду с высокими бортиками выкладываем сметану аккуратно. Сюда же высыпаем сахар и добавляем соль. Все это тщательно перемешиваем ложечкой. В эту сметанную смесь мы разбиваем одно яичко и миксером будем взбивать. Я взбила до однородности нашу сметанно-яичную смесь. И теперь сюда насыпаю размягченное сливочное масло. Я его заранее выложила из холодильника, оно постояло при комнатной температуре. И вот теперь мы его выкладываем туда. И тоже тщательно будем перемешивать. И взбиваем сливочное масло вместе с сметанно-яичной смесью. Полученную смесь я переливаю в муку. Здесь есть небольшие крупинки масла, это хорошо, значит наш сочник получится более слоистым, это даст нам свою пышность. Теперь аккуратненько перемешиваем с мукой жидкие продукты и замешиваем такое вот мягкое, не прилипающее к рукам тесто. Мы отсыпали муку отдельно, если это не понадобится, будем понемножечку подсыпать муки. Тесто у нас песочное. Оно хорошо подходит не только для сочников, его можно также использовать для печеньев, которые так любят дети. Так что можете, если вам понравится такое тесто, взять себе на вооружение. Слишком долго замешивать тесто это не нужно, чтобы масло не таяло под теплой ладонью, чтобы оно оставалось холодным. Поэтому постарайтесь тесто вымесить как можно быстрее. Тесто у меня уже получается, но оно еще слегка липнет к рукам и к миске, поэтому я чуть-чуть добавила муки, буквально такую горсточку. И продолжаю его вымешивать. Теперь уже с целью, чтобы эта мука охватила поверхность теста и можно было его спрятать в кулечек и заняться начинкой. Вот такое тесто мы положим в кулек и в холодильник, пока будем готовить начинку, пусть оно полежит, отдохнет. Теперь мы приготовим начинку. Для этого в посуду побольше высыпьте творог, добавьте сюда сахар, сметану, теперь нам нужно отделить белочек от желтка. У меня для этого есть такое приспособление. Белок добавляем в начинку, а желточек оставляем для смазки изделий. Белок тоже добавляем в начинку и все тщательно перемешиваем.
На этом этапе вы можете добавить ванильный сахар или ваниль, если любите. Если нет, можете не добавлять. Тогда ваша начинка будет более аппетитной, будет ароматно пахнуть. Видите, становится такой влажной начиночка. От этой влаги мы будем избавляться с помощью муки, которая тоже добавляется сюда. Но сначала все тщательно перемешиваем. Теперь всыпаем сюда муку. И тоже тщательно размешиваем. Отдохнувшее в холодильнике тесто я достала. И теперь я его разрежу на две части. Оно к рукам не липнет, мягкое, податливое. Одну часть я спрячу в пакет целлофановый, чтобы не заветривалось. А вторую часть буду раскатывать в валик. И затем этот валик нарезать как на вареники. Раскатываем его в прямоугольник, чтобы затем вырезать кружочками наши будущие сочники. Раскатываем аккуратненько, чтобы толщина теста была 7-8 миллиметров. Тесто я раскатала. Теперь мы будем выдавливать, вот так вот слегка поворачивая, кружочки. Я взяла стакан такой, чтобы он был пошире. Можно сделать это с помощью блюдца. Ну, пускай у меня будут они небольшие. И вот так мы выдавливаем, насколько у нас хватит теста. Убираем излишки в сторонку. Затем мы их тоже раскатаем, сделаем из них сочники. Выкладываем на одну сторону кружочка чайную ложку начинки. На каждый кружочек. Сильно много не кладите, будет неудобно потом собирать сочник. Теперь накрываем пустой половинкой, слегка придавим, но не сильно. Видите, вот такой язычок творога выглядывает. Вот это у нас будут такие сочнички. Если вы любите более аккуратный вариант, вы можете залепить края, но просто слегка придавить и не делать никаких красивых роликов, потому что для сочника в этом нет необходимости. Также поступаем со всеми остальными. Из этого количества теста у меня получилось 16 сочников. Я их выложила на смазанный противень маслом. И теперь смазываем их желточком, который отложили заранее. После того, как смажем желточком, поставим в духовку на 200 градусов на 15-20 минут. Духовку я включила заранее, чтобы она нагревалась, пока смазываю сочники. Наши сочники с творогом готовы. Начинка здесь очень нежная, сочная, тесто хрустящее, песочное. Если вам понравился наш рецепт, поставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Будем рады встретиться с вами снова. До новых встреч!